Всем привет, с вами Светлана. Болгария, точнее столица София, вошла в десятку самых быстро растущих рынков жилья в мире. Если вас интересует вопрос о недвижимости в Болгарии, то это видео поможет вам сделать правильный выбор при покупке или аренде недвижимости, а также поможет избежать возможных ошибок. В этом видео мы покажем, как выглядит болгарская квартира на продажу и в аренду, что можно снять или купить и за сколько. Опытный риэлтор ответит на самые актуальные вопросы, разберемся с текущей ситуацией на рынке недвижимости, феноменом Софии. Если посмотреть на цены на недвижимость и на аренду, как они менялись за последний год-два, то мы увидим взлет цен иногда в 2 раза. Почему это случилось? И главное, что будет в дальнейшем с ценами на недвижимость, смотрите во второй части видео. Столица Болгарии София вошла в десятку самых быстро растущих рынков жилья в мире, согласно Global Residential Cities Index. Здесь только за последние 12 месяцев недвижимость подорожала на 8,8%. В этом рейтинге София заняла 9-е место. Токио на 15 месте, Милан на 30 месте, Нью-Йорк 35 место, Майами 42, Цюрих на 46 месте, Варшава 50 место. Замыкает рейтинг на 107 месте Стокгольм, где недвижимость за последний год подешевела на 14,3%. А возглавляет рейтинг Анкара. Здесь за последний год цены взлетели на 105,9%. Если просмотреть объявления о продаже или аренде недвижимости по ключевым городам, то сразу бросаются в глаза цены, которые взлетели начиная с 2020 года. Вот мы видим, что в среднем на квартале Сердика в Софии трехкомнатная квартира 22 февраля 2022 года стоила 88 тысяч евро, а сейчас почти 190 тысяч. Рост впечатляющий. Если посмотреть историю цен за больший срок, то видим еще один пик цен. Правда, он не дотягивает до сегодняшнего. Этот пик происходит на время вхождения Болгарии в Евросоюз и последующее время после этого события. Вот Варна. Средние цены на трехкомнатные квартиры в центре города в начале 2021 года были в районе 80 тысяч, а сейчас выросли до 175 тысяч. Примерно такая же тенденция и на других кварталах, и в других городах. С ценами на аренду примерно такая же ситуация. В 2021 году средняя цена на аренду трехкомнатной квартиры в центре была 297 евро. Сейчас около 600 евро. Цена выросла буквально в 2 раза. В Софии в 2021 году трехкомнатная квартира в центре была немногим более 500 евро. Сейчас 665. Понятно, что в зависимости от города и квартала ситуация будет отличаться, но тенденция к росту цен прослеживается. С другой стороны, если мы посмотрим на количество сделок по продажам, то количество продаж снижается с 2021 года. Сейчас мы посмотрим, что нам предлагает рынок недвижимости в Болгарии. Добро пожаловать в болгарскую квартиру. По болгарским меркам это трехкомнатная, у нас считается двухкомнатная, так как здесь только 2 спальни. Эта квартира сдается. Она расположена в хорошем районе города, недалеко моря. Площадь этой квартиры 70 квадратных метров. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Электрическим бойлером для горячей воды здесь никого не удивишь. Болгария – это обычное явление. А вот особенностью этой квартиры является наличие душевой кабины, что в Болгарии является редкостью. Такая квартира считается здесь квартирой уровнем выше среднего. Аренда такой квартиры будет стоить 1300 лев. А эта квартира сейчас выставлена на продажу. Жилая площадь квартиры 129 квадратных метров. И дополнительно есть большая терраса 65 квадратных метров. И еще, как в Болгарии называют общие части, 12 квадратных метров. Всего почти 200 квадратных метров. Находится квартира в таком вот месте. Большая гостиная, которая разделена на зоны кухня и зона отдыха. Есть необходимая бытовая техника. Стиральная машина, посудомоечная машина, печка с духовкой, вытяжкой и холодильник. Присутствует и мебель. В этой же комнате сразу есть вход на один из балконов. В Варне это большая редкость. Квартира сразу с 3 спальнями. Вот так выглядит одна из спален. Есть шкаф. Вторая спальня. А так выглядит 3-я спальня. Она не оборудована. Особенностью квартиры является
что есть сразу 2 санузла, а в одном из санузлов есть даже ванна. Это очень редко можно встретить в Болгарии. Стоимость такой квартиры 189 тысяч евро, но торг возможен. Наши зрители обратились к нам с вопросами о недвижимости. Эти вопросы мы решили задать профессиональному риэлтору Татьяне Наточи. Она занимается недвижимостью в Болгарии, в частности в Варне, более 10 лет. На ее счету более 100 успешных продаж и более 700 сделок по аренде недвижимости. Может ли иностранец купить недвижимость в Болгарии? Да, может купить недвижимость в Болгарии, но для этого нужно будет открыть счет в болгарском банке. Какие первые шаги для покупки квартиры? С чего начать? Начать с самого простого – приехать в Болгарию. И самое важное – это определиться, где именно вы хотите, то есть где именно человек хочет купить квартиру или там дом или участок. Почувствовать это место, понять, посмотреть, какие люди живут. Это очень важно. Сталкиваясь с такой рекламой, что пишут, описывают там, какая красивая природа, как все хорошо и прекрасно, а на самом деле могут быть, допустим, какие-то проблемные соседи, скажем так. Да? То есть нужно выбирать место в первую очередь. Начинать искать недвижимость с помощью риэлтора. Я рекомендую. Если у человека крепкие нервы и много времени, можно попытаться самому, но опять-таки лучше иметь рядом с собой человека, который будет владеть болгарским языком, коммуницировать с продавцами на болгарском. Типичные ошибки покупателя при покупке недвижимости? Одна из самых распространенных – это либо слишком быстрое принятие решения, то есть люди не увидели рынок, не увидели предложений, но очень быстро принимают решение о покупке сгоряча, будем так говорить. Да? Либо же обратная ситуация, когда люди откладывают очень на длительный период принятие решения. И пока они думают, пока они взвешивают за и против, хорошие варианты уходят. Поэтому тут золотая середина, как говорится. То есть нужно, в принципе, бывает такое, что действительно мы зашли в квартиру, она очень хорошая, она отвечает всем параметрам, которые люди не озвучили. Цена привлекательная, тогда да, тогда нету смысла искать что-то другое, нужно принимать быстрое решение. Это примерно 10% из 100. Мой совет людям, будущим покупателям, не спешить, но и не сильно, недолго думать, И опять-таки, если они работают с профессионалом, то, конечно же, нужно прислушиваться и к советам агента недвижимости. Мы смотрим на недвижимость уже по-другому. Знаем все плюсы, все минусы, мы можем зайти сразу понять даже на болгарском изложении, на какую сторону света выходят окна и так дальше, и так дальше. То есть нюансы, это, основной момент это. И не учитывают, конечно, болгарских особенностей. Мы привыкли немножко к другому качеству жилья. Здесь рынок и недвижимость другая, все-таки другой климат, другие особенности строительства, будем так говорить, планировки. И сравнивать — это большая, кстати, ошибка, очень часто я встречаю. А у меня в Украине была такая квартира, я хочу такую, то есть искать то же самое, похожее, можно не найти никогда. То есть нужно приспосабливаться к тем условиям, к тем реалиям, которые есть на сегодняшний день. Сколько нужно времени для поиска и оформления в собственность недвижимости в Болгарии? Лично я буду говорить о моей статистике, работы с покупателями. Обычно от момента встречи с покупателями до финала сделки, то есть до самой сделки, проходит, как правило, от 3 до 6 месяцев. Бывает и немножко быстрее, бывает немножко дольше, но опять-таки зависит очень сильно от изначальных исходящих параметров: бюджет, район, состояние и так дальше, и рынка, собственно говоря. Для поиска квартиры, как правило, необходимо, минимум, это самый минимум, это около месяца. Максимум это уже зависит, скажем так, настроения, терпения и брокера, и покупателя. Но у меня есть, кстати, одна история, где мы приобрели то, что хотели. Мы, говорю, я и мои клиенты, мы приобрели квартиру мечты, скажем так, спустя 5 лет. Задача была поставлена 5 лет назад, и когда у меня наконец-то появилось такое предложение, я даже его не выставляла в рекламу. Я тут же позвонила моим клиентам, сказала: есть то, что вы хотите, давайте ехать смотреть. И все, мы буквально за 2 дня приняли решение и ее купили. Но оно того стоило. Самые быстрые сделки у меня были это в течение 3 дней, то есть даже в течение получаса. То есть человек зашел, увидел, говорит: все, я это беру.
То есть бывает и такое. Но, как правило, среднее статистическое, да, вот опять-таки повторюсь, это от 3 до 6 месяцев. То есть это и поиски, оформление, и все. Оформление, на самом деле, если стандартное оформление, оно занимает около месяца. Некоторые люди, когда приезжают, они думают, даже есть такие вопросы, а можно мы карточкой расплатимся? То есть банковской карточкой мы расплатимся за квартиру? Конечно, не можно. Что вы можете посоветовать покупателю при выборе квартиры? Обязательно обращайте внимание на этаж. Это первое, основное правило. То есть квартира не должна быть на партерном этаже, то есть на земле. Они существуют, их покупают. Но их покупают, как правило, для отдыха. Летом приехали, отдохнули, уехали. Если квартира необходима, опять-таки, цель важна покупки, да. Если квартира необходима для проживания, тогда нужно выбирать квартиру не на первом этаже. Почему? Потому что в Болгарии зачастую нету центрального отопления, к которому мы привыкли, да, вот в больших городах. Есть исключение из правил, это София, то есть там зачастую, в большинстве домов там есть центральное отопление. В таких городах, как Варна, Бургас, Пловдив и так дальше, центрального отопления нету. То есть отопление осуществляется с помощью кондиционеров. То есть у нас нету здесь минус 30 и минус 20 даже не бывает. То есть самая холодная зима, это самая холодная температура, которую я помню, да, самые низкие температуры, которые я помню, это было где-то минус 12, минус 15 максимум, но это просто там 1-2 дня и все, за целую зиму. При этом кондиционеры, конечно же, они не дают такого тепла, поэтому, повторяю, первый этаж нет. А последний этаж нужно рассматривать с осторожностью, потому что, опять-таки, последние этажи, они могут быть протечки со временем. И, опять-таки, зимой холодно, холоднее, чем в средней квартире. Летом будет жарко. И не угловую. Нужно стараться смотреть какие-то квартиры, где у вас, скажем так, справа, слева, снизу, сверху у вас будут соседи, которые будут вас обогревать. Совершенно верно. Да. Ну, если совсем уже никак, то есть если квартира прям очень сильно понравилась, она угловая, тогда нужно смотреть, чтобы это была южная сторона, желательно, да, как бы юг, юго-запад, юго-восток, то есть там, где солнце. Моя рекомендация людям по возможности посмотреть квартиру и утром до обеда, и после обеда опять-таки приехать второй раз посмотреть, потому что в этой квартире будете жить не только утром, да, когда вы смотрите ее с риэлтором. То есть можно... Риэлтора, как правило, нормальные, они абсолютно нормально реагируют и без проблем показывают. И 2 показа, и 3 показа можем сделать, чтобы понять вообще вот это вот... Как лучше искать недвижимость, самому или с риэлтором? Могу сказать, что здесь нет однозначного варианта. Несмотря на то, что я риэлтор, да, любой другой риэлтор, наверное, скажет, да, только с риэлтором. Здесь нужно смотреть по ситуации. Если вы давно живете в Болгарии, то вы уже хорошо знаете рынок. Ну, я имею в виду, что вы хорошо понимаете районы города, видите, какие стройки, как кто строит, ходите к друзьям в гости. Ну, в общем, у вас есть какой-то опыт нахождения, да, и уже на основании этого опыта, почему нет? Можно. Но опять-таки нужно иметь человека, который юридически сможет вам сопроводить вас в этой сделке. Если есть, опять-таки, время, очень много времени уходит только на то, чтобы отсеять неподходящие варианты. Я, как достаточно опытный риэлтор, могу уже по фотографиям, по описанию понять, о чем идет речь. И, допустим, если этот вариант он не подходит по каким-то параметрам, мы туда даже не поедем. То есть, если человек думает, что у него достаточно вот этих знаний, то, пожалуйста, почему нет? Можно. Но если хотите сэкономить время, деньги и, самое главное, нервы, избежать в будущем неприятностей каких-то, да, там, после приобретения, то, конечно, лучше обратиться к профессионалу. Какие комиссионные риэлтору? Это 3% без НДС. То есть нужно всегда обращать внимание при подписании договора с агентством недвижимости, обращайте внимание на то, что 3% указаны без НДС. То есть, по сути, с НДС это будет 3,6% от стоимости квартиры. Это при покупке? При покупке, да. Когда в аренду? А когда сдаете в аренду, 50% от стоимости месячной аренды. В Софии там кто как хочет, так и пляшет. Я общалась с софийским риэлтором, и она мне сказала так, говорит, Таня, говорит,
в Варне вы друг друга знаете. Вот вы знаете, кто как работает, кто сколько лет работает. Мы свою репутацию, в общем-то, да, мы ее бережем. София, она большой город, и очень много однодневок. Агентства, которые выходят на рынок, работают, закрываются. По моим ощущениям, хаос. А какой сейчас диапазон цен на недвижимость в Варне? Есть квартиры, в том числе я одну такую продаю, которая стоит 500 000 евро. В общем-то, то есть тут можно, скажем так, совершенству нет предела. То есть можно и за 3 миллиона найти, есть достаточно дорогие предложения. Когда мне пишут запросы, что вот у нас там 30 000 долларов, можно ли приобрести квартиру в Варне? Я говорю, нет, нельзя. К сожалению, это стоимость гаража сейчас в Варне. Бюджет 30 000 долларов в Варне невозможно ничего приобрести. То есть минимально, чтобы приобрести хотя бы квартиру хотя бы с одной спальней, да, то есть и гостиная, вот как здесь, гостиная и одна спальня. В нормальном районе нужно стартовать от суммы где-то 100-120 тысяч евро. И набраться терпения, потому что даже имея эти деньги, не гарантия, не факт, что мы сразу найдем что-то подходящее. То есть средняя цена квадратного метра сейчас в хорошем. Я говорю, хороший район, это означает, что район, который находится близко к нашему парку, к морю, то есть не спальный район. Цена стартует где-то с 1500 евро и выше за метр квадратный. Какой сейчас диапазон цен на аренду в Варне? Минимум, средняя цена? Средняя цена. Если с одной спальни, то в гостиной, то есть гостиная, она с кухней и с, как правило, дивана раскладной. Да? То есть можно, допустим, семье с ребенком снять такую квартиру, которая будет. Будем говорить сейчас о цене на такую квартиру, да, то есть гостиная и одна спальня. То есть цена варьирует опять-таки от района. Очень сильно влияет и район, и состояние. То есть минимальная цена где-то 300 евро, максимум. Предела нет. Есть квартиры, которые 1000 евро и выше. Средняя, то есть можно найти где-то в районе 300-400 евро. Это долгосрочно? Это долгосрок, да. На посуточную это будет стоить 30-40 евро в сутки минимум. То есть говорим о минимальной границе, да, как бы не говорим о каком-то суперлюксе или там в пешей близости, доступности к морю. То есть это такой средний район, средняя цена 30-40 в сутки. 300-400 евро на месяц – это без коммунальных платежей. То есть коммунальные платежи, как правило, идут отдельно и считаются по счетчикам. Входит вода и электричество. Какие районы в Варне считаются самыми дорогими? Самый дорогой район – это Греческая Махала, на болгарском звучит Грыцкая Махала. Буду говорить на болгарском, потому что люди, когда будут смотреть в поисковиках, чтобы они понимали, что им нужно, да, как бы смотреть на болгарском. Опера называется, потому что там оперный театр. Находится район, это идеальный центр города. Община район, это тоже центр города. То есть Винс, это экономический университет, это тоже район небольшой, но он как бы вокруг этого университета. Червенплуштадт, потом идут Генералити, окружная больница. Это все, что находится, вот если вы откроете карту города, да, Варны, вот все, что находится в пешей доступности к парку, то есть это самые престижные, самые дорогие районы. Но опять-таки повторюсь еще раз, самый дорогой район это Греческая Махала, Грыцкая Махала. Цены сейчас стартуют от 2000 евро, это вообще в лучшем случае. Есть уже новострои, которые даже на этапе строительства 3000 евро в метр квадратный. Можно ли покупать недвижимость с актом 15? И какое отличие от акта 16? Нужно понимать, что такое акт 15. Да? То есть акт 15 это значит, что дом уже готов, технически, скажем так. То есть есть крыша, есть окна, есть фасад, есть внутри подъезд, перила, все сделано, но еще не закончены, то есть не до конца проведены, не подключены коммуникации Энергопро наши, да, вода и канал ВИК Варна.
есть промышленный ток. То есть в этом доме ток еще не бытовой, он по промышленным тарифам. По закону в таком доме, в общем-то, не разрешается даже проводить ремонтные работы. Я имею в виду, что частным лицам, то есть вот людям, да, нельзя туда заходить и делать там какие-то ремонтные работы. Приобрести такую квартиру можно. Для приобретения это не препятствие, но нужно понимать, что приобретая квартиру на акте 15, вам нужно будет подождать какое-то определенное время. Как правило, эти сроки, они очень расплывчаты. До момента сдачи дома в эксплуатацию, то есть до момента получения акта 16. И если раньше экономически, финансово это было оправдано, такой риск, да, то есть цена, в общем-то, была дешевле и намного дешевле, чем вот на 16 акте, то сейчас эта разница очень небольшая. Будем говорить, где-то 100-150 евро на квадратном метре можно сэкономить. Квартиру нужно приобретать, если на акте 15, то только от строителя, который уже с хорошей репутацией, с достаточно большим опытом, исключить риски незавершения, да, как бы дома. Да. Какие сроки обещают? Вот такие. Понимаешь? То есть, если это новая строительная компания, которая еще не построила ничего, я бы не купила квартиру в таком доме от такого строителя. Да? А если это, допустим, какая-то уже известная достаточно, то есть их достаточно много сейчас. И если квартира строится таким инвеститором, у которого все в порядке с предыдущими стройками и нету проблем, да? И опять-таки, если дом уже практически продан, то есть вот есть несколько домов, которые в Арне, они еще на 15 акте, но там уже нету свободных квартир, он весь продан. Там можно покупать, не бояться, но просто нужно иметь терпение и подождать, пока его закончат, потому что не пускают, тут ты уже купила, и ты хочешь сделать ремонт, а ты не можешь его сделать, потому что тебя туда просто не пустят, понимаешь? То есть нужно сидеть и ждать, когда получится 16 акт тогда. А сколько стоит содержать недвижимость, затраты в год? В содержании недвижимости что включено? Если это обычный многоквартирный дом, то, как правило, это просто налог на недвижимость на саму и на вывоз мусора. Он оплачивается, можно оплатить его сразу авансом. В начале года будет 5% скидка даже на эту сумму налога. Можно оплатить 2 этапами в течение года. Могу сказать, вот на примере, я вчера оплатила моей одной клиентке, значит, у нее 70 квадратов квартира. Я заплатила 142 лева за год. То есть это 70 евро. Болгария на самом деле в этом отношении очень привлекательна, потому что вот в отличие, очень многие любят сравнивать болгарскую недвижимость с Испанией, с Аликанте, но они забывают, какие налоги там и какие налоги там, когда ты хочешь продать эту недвижимость. Но помимо, значит, тут еще нужно учесть такой фактор, что квартира может быть и в так называемом закрытом комплексе. Тогда там есть такса поддержки. Она оплачивается либо ежемесячно, я рекомендую, кстати, это делать, потому что не так болезненно, да, скажем так, не такая большая сумма накапливается. Что такое такса поддержки и почему она начисляется, и что туда входит? Такса поддержки в Болгарии, то есть есть охрана, видеонаблюдение, бывает, что есть бассейн, садовник, еще что-то, вот эти услуги, да. И такса поддержки, как правило, 10-12 евро за квадратный метр в год. То есть если квартира 100 метров квадратных, то за год это 1000-1200 евро за таксу поддержки. Поэтому обращайте внимание, когда приобретаете квартиру. Да, но опять-таки ты платишь за комфорт, то есть ты находишься на закрытой территории, на охраняемой территории, у тебя есть летом бассейн, есть детская площадка на территории, то есть есть свои, скажем так, вкусные такие вот моменты, за которые, в общем-то, люди готовы платить. Обязательно нужно поинтересоваться, а какая такса поддержки, потому что иногда бывает, что есть квартира, допустим, на Солнечном берегу, на Светивлас, очень по хорошим вкусным ценам, да, но там умалчивается о том, что есть большая такса поддержки. Почему вкусная цена? Потому что люди, видимо, там уже устали оплачивать эту таксу, они хотят ее быстрее продать. Покупка недвижимости в Болгарии дает ли право на получение ВНЖ? Покупка недвижимости в Болгарии не дает автоматического права на получение ВНЖ.
Но оно, безусловно, может послужить преимуществом, потому что когда люди подают документы на получение визы D, это первый этап, да, для получения ВНЖ, то есть нужно получить визу D в посольстве. И когда люди подают документы на получение визу D, от них требуют договор аренды, то есть где вы будете жить. Вы должны показать, где вы будете жить в этой стране, да, ну не в палатке же на берегу моря. И, конечно же, когда вы показываете документ о том, что вы являетесь собственником квартиры в Болгарии, конечно же, это будет уже таким огромным плюсом для получения визы D. Какие этапы оформления покупки квартиры в Болгарии? Ну, мы говорим о том, что мы уже определились с квартирой, да, мы выбрали квартиру. Значит, первый этап – это нужно оставить стоп-депозит, по-русски задаток, да, то есть нужно оставить задаток на квартиру для того, чтобы эту квартиру уже не показывали следующим клиентам и убрали ее с рекламы. Как правило, речь идет о 1000 евро. Если вы работаете с риэлтором, то это оформляется специальным договором в агентстве. Следующий этап – это предварительный договор, уже непосредственно между покупателем и продавцом, в котором оговариваются все условия по сделке, обязательства по сделке и сроки. Это очень важный документ. По нему перечисляется, после подписания этого договора, перечисляется 10% капору на болгарском, то есть 10% задатка. Да, совершенно верно. И с этого момента, как правило, проходит около 2 недель. Бывают больше, бывают меньше. Там уже нужно смотреть по ситуации, по документам и по намерениям. И уже идет подготовка документов. И следующий этап – это уже непосредственно проведение сделки у нотариуса. Обязательно такой момент учитывайте, что поскольку мы являемся иностранцами в Болгарии, по закону Болгарии, нас должен сопровождать переводчик обязательно на сделке у нотариуса. То есть вот и все. И после этого уже вы являетесь счастливым обладателем болгарской недвижимости. Да. Почему же так сильно выросли цены? И главное, что будет с ценами на недвижимость в будущем? Будут ли они расти, стабилизируются или рухнут? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с некоторой информацией о болгарском рынке недвижимости. Болгары находятся в лидерах в Европе по количеству недвижимости. По данным Национального статистического института, 92,5% болгар живут в собственном жилище. Эта статистика ставит Болгарию на 4-е место в Европе по количеству недвижимости на душу населения. А Германия занимает последнее место по этому показателю, только 46,7% немцев имеют свое жилье. Кто же живет в жилище в Софии? Почти половину жилищ Софии занимает собственник, то есть сам владелец. Еще 6% это Софии занимают близкие, знакомые или родственники владельца. Как правило, это брат, сестра, дети. Они живут в такой квартире без арендной платы. 8,5% жилья занимают люди, которые арендуют это жилье и платят арендную плату. 0,6% жилья выставлено на аренду. Это жилье ищет людей, которые будут в нем жить. Это жилье находится в процессе поиска арендодателя. 1,8% жилья выставлено на продажу. Но самое интересное, что 34% от всего жилья в Софии стоит пустым. Там никто не проживает, и это жилье не продается и не сдается в аренду. Даже если кто-то захочет купить или арендовать, то не сможет. Такую ситуацию стали называть феноменом пустых домов в Софии. В лидерах пустующего жилья находится Видин, где пустующего жилья 55,4%, и Бургас 53,7%. Это не служит на пользу городам. Полупустые кварталы, необходимо строительство инфраструктуры, транспорта, улиц, канализации, коммуникации и так далее для дома, заполненного на 50-60%. Это экономически нецелесообразно. Почему жилье никак не используется, не продается и не сдается? Первая причина. В Болгарии банки перестали предлагать проценты по депозитам, а наоборот, в банках появилась минусовая ставка по депозитам. То есть депозиты, как средства дохода и сохранения, потеряли свое предназначение. А людям нужно хранить свои сбережения. С другой стороны, банки предлагают ипотеку с процентными ставками ниже, чем в ЕС. Поэтому кто-то стал вкладывать в недвижимость. Вторая причина – это когда сверхбогатые люди с избытком денег покупают недвижимость, чтобы сохранить деньги. Третья причина. Люди покупают жилье банально для спекуляции. Сейчас это принято называть инвестицией. Недвижимость покупается дешевле и продается дороже. Все эти факторы приводят к тому, что жилье быстро покупается, и оно не может попасть на свободный рынок. Тем самым создается искусственный дефицит предложений жилья, и как следствие растет цена. Также есть еще один фактор. Некоторые люди не сдают в аренду свои пустующие жилища, потому что боятся, что их интересы не будут защищены. Ведь стоимость возможного ремонта квартиры существенная. Что будет дальше?
Один известный столичный архитектор поделился опытом, как с этим справляются в Барселоне. Там с 2019 года действует регулирование, которое позволяет муниципалитетам покупать пустующее жилье даже без согласия владельца за 50% от рыночной цены. А некоторые софийские эксперты по недвижимости ссылаются на опыт Франции. Там существует двойной налог на пустующую недвижимость. И это, возможно, было бы оптимальным решением в данной ситуации. В Болгарии, кстати, один из самых низких в ЕС налог на недвижимость. Причем оценочная стоимость недвижимости, с которой считается налог, ниже рыночной стоимости. Таким образом, можно было бы наполнить городские бюджеты и привести цены на недвижимость в доступное для большинства состояние, сделав жилье более доступным. Поэтому, если не появится никаких кардинальных законодательных инициатив, то цены, скорее всего, останутся на недоступном уровне для большинства, а целые кварталы будут стоять полупустые. Вопрос-ответ. Какие сейчас минимальные цены на жилье и аренду в Софии? Мы нашли несколько объявлений с самыми низкими ценами. Вот маленькая, 26 квадратных метров и старенькая квартира-студия в Софии за 52 тысячи евро. И в аренду маленькая, 24 квадратных метров за 250 евро в месяц, почти в центре. Это не с рынка. Что будет с ценами с переходом Болгарии на евро? После перехода на евро цены на недвижимость, если и поднимутся, то незначительно. Можно ли мне получить ипотечный кредит на покупку недвижимости в Болгарии? Да, можно, если у вас есть официальный статус ПМЖ или болгарское гражданство. Ставка на ипотечные кредиты около 3%. Для оформления ипотечного кредита в болгарском банке необходима справка о размере вашей зарплаты и первоначальный взнос в размере от 20% от стоимости покупаемого жилья. Где ищут недвижимость в Болгарии? Если вы хотите арендовать или купить квартиру, то чаще всего ее здесь ищут на Imot.bg, OLX, Bazaar.bg, Allo.bg. Здесь вы можете найти желаемый вариант как от риэлтора, так и от хозяина. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!